Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Смотрите на всех телефонах страны новый фильм «Операция утилизация» или «Как победить лоскутки, если они размножаются путем деления». Самое лучшее – бороться с ними сразу, пока их еще мало. Самый главный помощник – клеевой флизелин. Приготовим полоску шириной 7 сантиметров и на них на сторону с клеем будем нашивать наши кусочки. Лоскутки берем шире 3 сантиметров и длиннее 7 сантиметров. То, что уже, оставляю. Из них потом делаю петельки к полотенцам. За швейной машинкой располагайте материал так, как вам удобно. Если какой-то кусочек ткани длинный, то его можно продолжить пришивать на следующую полоску. Последовательность цветов лоскутков может быть любой. Невозможно угадать, что именно ляжет вам под руку. Заметьте, что я не обрываю нитки, чтобы перейти к следующей детали. Пришили один кусочек, тут же шьем следующий. Когда все полоски пришиты, тщательно проутюживаем заготовки. В основе клеевой флизелин. Тем самым мы укрепляем ткани. А после этого подравниваем заготовки. Шили мы по плотному материалу, он хорошо держит форму. Проверим по линейке и подрежем выступающие края. Готовые ленты легко хранить, просто свернув в рулончики. А можно сразу же использовать. Зачем откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня? Варианты раскладки могут быть любые. Дальше я буду работать тоже с использованием основы клеевого флизелина. Во-первых, это очень сильно облегчает работу. А во-вторых, заготовка лучше держит форму, а в-третьих, изделие получается более плотным и теплым. Но это мой опыт работы такой. Как жить и шить правильно, мы все знаем, но только кто же нас заставит? Квадраты нарезала 22,5 на 22,5 сантиметра. Проведем диагональ. По обе стороны от нее отложим примерно по 3,5-4 сантиметра и нарисуем вспомогательные линии. А вот теперь прикинем длину полосок в центральной части. Здесь будем располагать наши красивые полосатые заготовки. И можно сразу же их разрезать на кусочки нужной длины. Из светло-голубой ткани нарежем полоски шириной 7 сантиметров и сразу же определим нужную длину. Просто промеряем. Уложим центральную яркую часть и по ней определим длину светлой детали. Пришивать будем, ориентируясь на вспомогательные линии. Поработали с одной деталью, тут же переходим к следующей.
Удобно сначала нашить все полоски с одной стороны, а потом уже переходить к другой. Следите за тем, чтобы все начала полосок и швов находились на одном уровне, чтобы потом не было перекосов и все уголочки совпали. Перед дальнейшей работой заготовки тщательно проутюжим. Помним про то, что шили мы на клеевом флизелине. Поэтому проутюживаем, проклеиваем только центр и отшитые детали. Пустые места не затрагиваем. Ориентируясь на края основы, отрезаем лишнюю ткань. Нам остается только закрыть открытый угол. Промеряем его глубину, прибавляем припуски на швы. Из темно-синей ткани нарежем полоски шириной 10 сантиметров. И из них будем выкраивать прямоугольные треугольники. В этом нам поможет широкая линейка. Полученные треугольники могут оказаться немного больше, чем надо. Это хорошо. Все равно потом все будем подравнивать. При работе за швейной машинкой следим за качеством строчки. Длина стежка должна быть мелкой. Закрепки делаем обязательно. Все отшитые детали тщательно проутюживаем, проклеиваем утюгом, облегчаем себе работу. И остается только подровнять и отрезать выступающие края. Сразу же можно по другим деталям проверить качество своей работы. Надо, чтобы все уголки сходились. Я уже шила полотно из таких заготовок. Соединяла детали так, чтобы были целые синие квадраты. Получилось оно не очень большим. А сегодняшними деталями решила продолжить и увеличить размер. Но мне показалось скучным такое расположение рисунка. Захотелось немного переделать. Как говорила моя бабушка, если тебя на танец пригласили сразу двое мужчин, не вздумай отказываться, начинай водить хоровод. А мы выложим новую раскладку из свежих заготовок и наметим порядок дальнейшей работы. Сшивать детали будем моим любимым способом – вертикальными рядами. Сначала соединяем вместе первую и вторую колонки, потом третью и четвертую, а потом соединяем их в одно полотно. Смотрите, все держится только на нитках, соединительных швах. Остается только сложить и прошить по горизонтали. Все швы проутюжим. Самый первый вариант этого полотна я распорола на крупные детали и присоединила к нашей свежей раскладке. Смотрите, какой интересный вариант получился. Уже заставляет поломать голову. Но размер все еще маленький. 80 на 160 сантиметров. Будем его увеличивать дальше. Наращивать по краям. Работу над ним еще продолжу. Чуть позже. Вы не поверите, но у меня закончились ленты с нашитыми цветными полосками. Эх, какие наши годы! Подкопим еще цветных обрезков и сотворим красоту. Естественно, пускать на ленты хорошие большие куски ткани не будем, как в том анекдоте, когда на одном необитаемом острове оказалось несколько мужчин, а на другом острове, совсем рядом, несколько женщин. 20-летний парень говорит: «О, сейчас мы быстро сплаваем». 30-летний: «Нет, сейчас мы построим плот».
40-летний. Да и отсюда все хорошо видно. 50-летний. Подождем немного, сами приплывут. Так что мы не торопимся. Лоскутки к нам сами приплывут. В общем, я дала вам идею. А у вас все получится гораздо лучше, чем у меня. Всем желаю творческого вдохновения. Заходите почаще. На канале есть много интересного. Присоединяйтесь к моим группам в Одноклассниках, ВКонтакте и на платформе Яндекс.Дзен. Каждый день новые свежие идеи. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!